Привет, друзья! Здравствуйте! Меня зовут Катя, и вы на канале о красивых вещах. Сегодня будет небольшое видео о маленьких покупочках и очень приятных подарочках, которые связаны с вышивкой крестиком. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, оставайтесь. Начнем с открыток и писем. Вот вы видите такого красивого котика, он тоже прилетел издалека-далека. У меня есть такая же точно вышитая работа, и это очень символично, очень приятно. И, Олечка, спасибо тебе большое. Дальше хочу показать вам вот эту коробочку, которую я забрала с почты буквально несколько дней назад. Естественно, я не утерпела, она была привязана красивой сургучевой бечевочкой. Не утерпела, открыла, потому что в ней приехал небольшой подарочек от двух замечательных девочек, от Олечки, от которой я получила котика, и от Жанночки Ронны. Давайте посмотрим, что же внутри этой коробочки. Жанна, как обычно, перфекционист во всем и даже в упаковке. Внутри лежали очень приятные вещицы. Во-первых, Оля мне прислала попробовать ниточку Юли. Я весь бисер пришиваю обычной мононитью от Гамма. Вот сравню, вам расскажу, есть ли разница, в чем разница и стоит ли покупать вот эту ниточку. Ну и вместе с ниточкой мне пришла вот такая вот подушечка, вышитая мастерицами, по-моему, из Мексики. Посмотрите, какая прелесть. Прелестная, я ее буду использовать по назначению. Буду брать в процессы и использовать вот для того, для чего она предназначена. Замечательная вещь, очень приятный сувенир, ну и красиво в моем вкусе. Оля, спасибо большое. Очень-очень рада этим подарочкам. Они прям душу греют. Спасибо большое. Вот эта коробочка от Жанны. Жанна, я, конечно, тоже уже вскрыла, и внутри лежал вот такой вот сувенирчик. Итак, я справилась с упаковочкой. Вот такой вот замечательный сувенирный наперсточек из магазина Жанны. Вы знаете, что у нее магазинчик, она там продает просто вот потрясающие наперстки. Магазинчик называется Тимбл. Посмотрите, какая леечка замечательная. Ну супер. Спасибо, Жанна, большое. У меня есть совершенно крошечная коллекция наперстков. Это даже не коллекция, это просто наперсточки, которые приезжают либо из моих путешествий, либо из путешествий моих друзей и родственников. Есть вот нечто похожее, это муж привозил мне, по-моему, из Праги или из Германии. Вот у меня, посмотрите, теперь их парочка. Очень хорошо совпало. Вот такие вот рыцарские наперсточки. В основном у меня такие они из путешествий. Кипр, Израиль. Это Танюша Галкина присылала. Дальше это я привозила из Греции сама, это наперсточек из Праги. Это вот все греческие наперстки. А это, по-моему, мой самый... нет, это тоже пражский, это тоже мне муж привозил. Не помню, где самый первый наперсток мой, который я привозила, по-моему, из Голландии, но неважно, зато вот есть тарелочка. Из какой Голландии? Из Дании, Денбург, все правильно, уже я старенькая становлюсь, забываю. И Жанин наперсточек тоже, он очень хорошо в эту компашку поселится, мне будет приятно их перебирать, вспоминать. Очень хороший подарочек. Спасибо, Жанночка, тебе большое. Я очень тебя люблю. Я очень рада, что ты снова начала радовать нас видео. И здорово, ты собираешь и других рукодельниц под свое крылышко. И не знаю, мне очень интересно смотреть такие видео. Я думаю, что и другим тоже. Вот такие милые подарочки. Девчонки, еще раз спасибо. Целую вас и обнимаю. Так, теперь давайте перейдем к покупкам. Покупки вот всего лишь вот такая стопочка. И это наборчики. Наборчики от Дивной Вишни и один наборчик от Милхил. Значит, очень давно хотела попробовать наборчик от Дивной Вишни. Первым стала вот эта лисичка, и лисичка уже вышита. Посмотрите, какая красавица. Вышила я ее, не быстро, с моими темпами. Мне потребовалось где-то неделя, чтобы закончить работу. Процесс мне очень понравился. Мне понравилось вышивать на этой основе. Задник я еще не закрыла, потому что в моих наборах задник еще выглядел просто как кусочек фетра.
Так выглядел еще задничек в наборчиках, которые покупала я. И на самом деле, не знаю, что меня останавливает, чтобы вырезать, но я очень рада, что сейчас прислушались к мнению рукодельниц, и вот эти вот заднички, они уже будут ровно по нужной форме, потому что это напрягает, вот еще такую сложную форму вырезать. А так, в целом, работа очень понравилась, очень-очень понравилась, это правда. Присоединяюсь к мнению других рукодельниц в том, что органайзеры очень неудобные, я постоянно путала цвета, потому что вот эти вот дырочки и вот эти вот, не знаю, как назвать даже их, вот эти вот места, на которых закреплены нити, они не симметричны, то есть они не друг напротив друга находятся, не видите? Чуть-чуть, но по диагональке, поэтому каждый раз вот это вот надо думать, какую нить ты берешь. Они постоянно спадывают, они постоянно норовят уйти в какой-то полет, но ладно, это мелочи все, на самом деле мелочи. И меня на самом деле очень удивила игла, которую вложили в набор. Вот посмотрите, я даже специально оставила вот этой вот иголочкой, я вышивала. Вот этой вот иголочкой, я даже не знаю, что это за игла, а вот эту вложили в набор. Вы видите разницу? Это огромная игла. Вот в эти маленькие дырочки она может пройти только в том случае, когда она без нити и когда в отверстии нет ни одного стежка. Если вы уже крестик сделали, то соседний крестик впихнуть с нитью в два сложения будет очень сложно. Я чертыхалась до тех пор, пока не догадалась, что можно поменять иглу на иглу с более тонким ушком, и дело понеслось. В общем, все хорошо. И благополучно завершилась. Очень хорошо проработанный бэкстич, буквально несколько штрихов, и у лисички получается такая вот мордашка хитренькая, лукавая, я бы даже сказала. Ну вот для деревянной заготовки это прям очень правдоподобный результат. Классно, мне нравится эта серия, и поэтому следующие работы, вернее наборчики, которые я купила, в том числе будут из этой серии. Я говорю вот про эту белочку. Белочку я еще не трогала. Здесь помимо ниточек и бисера есть еще декоративные элементы, какие-то стразики, кристаллики. Ну, вот здесь вот они видны. И, конечно же, я не могла пройти мимо коржика. Коржик тоже не вышит, хотя я думала, что я вышью сразу же, сделаю брошь и буду где-то носить, или у меня его майка отберет. Но поскольку у нас появился собственный коржик, то пока вот этот вот ушел на второй план. А Милхил, что же я купила из Милхил? Милхил, ребята, вот этот наборчик я хотела очень давно. Я знаю, что у Милхила есть как поклонники, так и люди, которые совсем не признают эту вышивку, или не любят, или даже обходят стороной. Но вот я как-то ровно отношусь. Мне иногда хочется взять что-то маленькое, вот типа такого, чтобы была комбинация и крестиков, и бисера. И вот здесь вот я, кстати, посамовольничала, добавила немножко креника на хвостик у золотой рыбки и на животик золотого и красного креника. Иногда хочется просто сделать какую-нибудь маленькую работку вот исключительно из-за того, чтобы результат был быстрый и процесс радовал вот этими материалами. Поэтому вот этот я вообще давно очень хотела. Это хэллоуинский такой дизайн, очень сильно напоминает работы Ван Гога. И вообще вот несколько раз я его складывала в корзину и потом убирала, и все-таки я не смогла от него отказаться. В составе все как обычно, не буду открывать, ниточки, бисер и вот такая красивая пуговка-тыковка от компании Mill Hill The Button Collection. Будем вышивать по осени, потому что дизайн такой настроенческий, осенний, торопиться не будем. Вот как захочется, достану и повышиваю. Mill Hill хорош дороги, я уже говорила. Первый вообще мой вышитый процесс дорожный был Mill Hill. Вот такой вот маленький пакетик плюс ножнички, совершенно не занимает места, но в то же время сможет вас отвлечь, когда вам очень захочется повышивать в дороге или где-нибудь в пути. Вот такие вот небольшие у меня пополнения и подарочки. Еще раз всем спасибо. Девчонки очень меня порадовали. Ну и зрителям тоже большая благодарность, что остаетесь со мной. Заходите на канал, пишите комментарии и тоже меня всячески радуйте.
Спасибо вам большое. До скорых встреч. Пока.